Почему в Америке заборы только у богатых? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. При покупке частного дома или его постройке в наших реалиях люди сразу озадачиваются вопросами ограждения участка. Но это не везде так. К примеру, в США, особенно в престижных районах, заборы не ставят вообще, либо же они играют только эстетическую роль. Одной из причин, почему американцы не устанавливают заборы, является религиозная этика. С давних времен в Соединенных Штатах закрепились устои протестантизма. Их суть содержится в том, что человек не должен выделяться, превозносить себя выше остальных и возводить ограждение между своим домом и соседским. С тех пор многое поменялось, однако своеобразная привычка жить без забора осталась. Хорошее ограждение стоит немалых денег, и это еще одна причина отказаться от его установки. Забор из дешевых материалов выглядит непрезентабельно, а каменный или металлический обойдется в круглую сумму. Поэтому заборы в Америке могут себе позволить только богачи. Еще одним фактором могут быть условия содержания двора, дома и правила района. Перед покупкой жилого имущества в таком районе будущие владельцы подписывают бумаги, согласно которым обязуются не устанавливать ограждения, а в случае невыполнения условий их ждут судебные разбирательства и штрафы. Все подобные правила устанавливают на городских собраниях сами жители района. Дело в том, что граждане США активны в социальном плане и не нуждаются во вмешательстве государственного аппарата. Это работает следующим образом. Люди, живущие в каком-либо районе, собираются вместе и решают, каким будет, например, общий цвет домов. При этом важно, чтобы он сочетался с окружающей средой. То же самое касается и установки ограждений и прочих вопросов. Вот тебе и демократия. Интересный факт. В 1945-54 годах около 9 миллионов американцев переехало жить в пригороды, хотя до начала 19 века к ним относились негативно, так как престижными считались центральные части городов. Всеобщему переселению поспособствовало и распространение автомобилей. Ну вот, в Америке люди поняли, что жить лучше в частном доме, а не ютиться в курятнике городской квартиры. Дело не только в красоте каждого участка и района в целом, есть и финансовая сторона. Например, человек приобрел дом по определенной цене от застройщика, как и остальные жители. В его интересах, чтобы стоимость дома росла или хотя бы оставалась на прежнем уровне. А если одни соседи решат покрасить свое жилище в новый цвет, а другие построить ограду, все это сильно скажется на общем виде района. Соответственно, изменится его рейтинг, а стоимость всех домов упадет. Поэтому внешний вид зданий, включая наличие ограды, определяется совместным решением жильцов района. Естественно, у кого больше денег, тот и диктует правила. В США граждане обладают несколько другим менталитетом и не видят необходимости в том, чтобы скрывать личную жизнь за трехметровыми оградами. Это не мешает отстаиванию прав на частную собственность. В США этим вопросам уделяется много внимания. Заборы на многих участках есть, но они располагаются с обратной стороны домов. На заднем дворе американцы проводят много времени, устраивая праздники, пикники, барбекю и так далее. Там играют дети, и взрослые могут быть уверены, что они в безопасности. Задний двор также может быть оборудован бассейном и зоной отдыха. Такие ограждения сделаны чаще всего из дерева или живой изгороди. Особое внимание уделяется безопасности. Если вокруг дома установлена высокая ограда, туда не смогут попасть службы спасения. В случае необходимости машины скорой помощи, пожарные и других служб могут заезжать на участок поближе к дому. Коммунальщикам так удобнее проверять счетчики. Да и службам специального назначения очень легко выкуривать из таких домов преступников. Конечно же, существует и ряд ограничений. Если дом располагается неподалеку от обрыва или трассы, забор можно установить. Также дополнительным фактором является наличие собаки у владельцев недвижимости. Но перед сооружением ограды необходимо подать заявку в органы власти. Иногда не разрешается ставить капитальный забор, но допускается временная ограда. Все зависит от обстоятельств. При желании возвести забор вокруг своего участка можно посещать общественные собрания, голосовать и стараться собрать как можно больше единомышленников. Ну и конечно же, если у вас много денег, то вы всегда имеете возможность отгородиться высоченным забором от своих малообеспеченных соседей. Автор статьи Вадим Хромов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик.
Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.